Сегодняшний урок у нас будет про добавление новых контролов на наши существующие стопы, то есть на детализацию и улучшение самого рига. Мы будем добавлять переступы на пятку, переступы вот такого характера. Все это мы будем делать с использованием простых приемов с группами, ИК-хендлом и лимиты. Также научимся создавать атрибуты. Давайте я покажу для начала, что мы будем делать именно на примере из костей, как в первом уроке. Значит, давайте сразу создадим такую как бы ногу. Значит, включу сейчас все фильтры. Такая нога достаточно, в принципе. Давайте по-быстрому создадим на нее ИК-хендл. Вот он, значит, он у нас работает. Создадим контроллер. То есть, как в первом уроке. Сдублируем, создадим контроллер пальцев. Тоже добавим, значит, его в иерархию и сделаем для обоих freeze transformation. Вот. И теперь, если назначить констрейны, здесь у нас не parent, а point. Здесь у нас orient. Ну и здесь, соответственно, тоже orient. Мы можем видеть, что у нас, как в первом уроке, работает наша стопа. Это самый простейший вариант рига. Ну, с его помощью, конечно, можно заанимировать все, что угодно. Но давайте немножко его разнообразим и улучшим. Давайте начнем с переступов, с наступания на пятку. Значит, как это делается? Делается это с помощью, ну, вообще это есть несколько разных способов, но один из простых — это добавление ИК именно только вот на вот эту кость. И давайте с нашей верхней ИК, вот которая здесь, которую я чуть раньше создал, давайте с нее удалим constraint, он сейчас нам не понадобится. То есть мы передавать данные будем с этого контрола не через constraint, а немножко другим способом, через parent. И давайте создадим новый контрол, который будет немножко отличаться. Этот контрол будет как раз отвечать у нас за переступы. Как-нибудь разнообразим его, чтобы он выделялся. Ну и пивот, соответственно, ниже сделаем. Вот, какой-то такой. Добавим его с помощью привязки. Добавим его сюда. Немножко так поверну. Все. Значит, так как у нас этот контроллер отвечает за пятку, соответственно, у нас будет главный контроллер. Это вот этот. И есть у нас вот второстепенный контроллер пальцев, да, и будет второстепенный контроллер пятки. Поэтому сразу его добавляем в иерархию. То есть он будет летать за ногой. Вот. И теперь, чтобы все эта конструкция работала, давайте добавим вот этот два ИК-хендла, первый и второй, в иерархию нашего контрола, отвечающего за пятку. И посмотрите, что теперь будет, если мы покрутим этот контроллер. Вот у нас происходят такие вот, ну так, конечно, анатомически невозможно, но тем не менее у нас есть эффект, как будто персонаж наступает на пятку. То есть как это работает? У нас есть контроллер, который мы создали, и он находится в иерархии основной стопы. То есть, если я, например, подниму пятку и подвигаю главный контроллер стопы, все равно будет все двигаться, как и раньше. То есть, по сути, это дополнительная такая, как слой, можно сказать, как правка. И как же это работает? Значит, у нас ИК-хендл, когда он находится просто, ну, не в иерархии, а просто вот мы его выделили, мы его можем как-то двигать, да, и за ним вот как-то будут двигаться кости. Без, можно сказать, без вращений, да, то есть, ну, только перемещение. Ну, вот так вот. Ну, возможно, для каких-то ситуаций это и годится, но не для нашей. Но если и ИК добавить в иерархию какого-то
объекта и сдвинуть пивот куда угодно, там, допустим, сюда, то при вращении, ну, там, или перемещении, но перемещение здесь нам не нужно, то при вращении, соответственно, у нас передаваться будут данные через parent на ИК, на первое, то есть у нас по сути, ну, как бы ИК у нас поворачивается, как будто оно находится в дочернем, то есть родительский дочерний, да, и, соответственно, этот же контроллер поворачивает наш ИК, который выше, который вот коленный именно. То есть вот получается такая связка, которая дает такой вот эффект. Давайте это дело сейчас пока не будем трогать и сделаем все то же самое на нашем персонаже. Давайте удалим старые ключи. Сейчас я уберу этот Warframe Unshade. Удалим ключи. Сделаем здесь Break Connection и на всякий случай проверим, чтобы не осталось ключей в Graph Editor. Вот здесь чуть-чуть остались, скорее всего, на Visible Invisible. Вот, и давайте здесь сразу же обнулим. Поставим в апозу. И чтобы нам не мешал вот этот наш пример, который мы делали. То есть вот он. Давайте его сгруппируем и пока захайдим. Значит, удалим палку эту в руках. Вот. Сразу же перед тем, как начать делать то же самое для нашей стопы, давайте возьмем вот этот контроллер, мы его сдублируем и вынесем из иерархии. Ну, нам нужен чисто этот контроллер, а это захайдим. Зачем он нужен? Ну, чтобы заново его не моделить, он у нас здесь уже будет. И поставим его вот сюда. Вот, сделаем ему Freeze Transformation. Как мы помним, у нас ноги немножко под углом, поэтому если мы, например, развернем так, видите, тут сразу же появится необнуленный ротейт. Поэтому вспоминаем, что у нас есть группы. Сейчас я немножко наклоню. У нас есть группы, то есть мы создаем группу, делаем центр пивот, чтобы легче было. Ну и пивот нам нужен в самом этом, в пальцах. Вот, и теперь с помощью группы, то есть у нас вот кривая здесь, с помощью группы мы можем поворачивать на нужный нам угол. Вот, и теперь самое главное, когда мы будем все это дело припаренчивать, не забывать именно... Так, у нас тут, походу, пивот сместился. Так. Раз. Раз. Все, теперь пивоты отцентрованы. Не забывать, что мы в иерархию должны кидать не кривую, а именно вместе с группой. То есть теперь он у нас будет неотъемлемой частью с группой. Все, и теперь давайте все то же самое проделаем на этой ноге. Тоже делаем create handle. Раз, два. Значит, появляется у нас вторая К, то есть первая, конечно, в колене. Вот у нас первая. У первой мы удаляем point constraint. Полвектор не будем удалять, он не должен помешать. Вот. Теперь давайте, значит, вместе с группой добавим наш новосозданный, новоскопированный контроллер в главный, то есть вот, в иерархию. Получается сразу, видите, сразу и пальцы, и пятка, все в одном. Вот. И теперь давайте два вот этих ИК хендла, первый и второй, вот который здесь, который там, добавляем в иерархию нашего контроллера пятки. И теперь, если мы будем крутить, да, и если мы подвинем полвектор вперед коленом, то будем видеть, что работает наша пятка. Ну, то есть она может работать как так, да, так тоже, но это неправильно, то есть анатомически неправильно. Вот так еще более-менее можно, но так нежелательно. И, как правило, аниматоры даже ограничивают вращение, то есть они делают, например, что можно по rotate X, а вот rotate, например, rotate Y делают lock and hide select. Видите, он в таком случае исчезает. И уже мы не можем крутить по оси Y. Чтобы аниматор не ошибся, можем крутить только по вот этим двум осям.
Давайте посмотрим, что пальцы у нас тоже при этом работают. То есть как бы мы здесь ни крутили, пальцы у нас продолжают тоже работать. И, конечно же, главный контроллер тоже двигает ногой. Вот. Ну и каждый из них обнулен. То есть вот такая простая конструкция. По сути, вот это все. Это простая конструкция, которая позволяет нам сохранюсь, которая позволяет нам делать движение пяткой. Давайте теперь усложним этот трик. Давайте теперь сделаем так, чтобы была возможность еще делать переступы. Ну, то есть не вот так, а именно настоящие переступы, как будто он стоит на ровном полу. Значит, что для этого нужно? У нас есть контроллер пальцев, да, в группе, потому что у нас, так как у нас нога, как я уже объяснял, под углом, соответственно, здесь все наши контроллеры находятся в группах. Группы их всего лишь смещают. То есть у нас есть тоже в группе контроллер пятки. И нужно вот это все дело, ну, в группах, естественно, нужно сгруппировать в еще одну группу. То есть две группы сделать Ctrl-G, чтобы они были в одной общей группе. И это у нас будет переступ, например, вот в эту сторону. Первым делом, что нам надо сделать, это сразу же поместить пивот в нужное место. Например, сюда. То есть объясню, зачем я это делаю. То есть это от чего, то есть та точка, от которой будет происходить вот такой переступ. То есть я думаю, на данном этапе понятно, что я хочу сделать. Ну, в эту сторону тоже сейчас будет. Вот. И теперь вот именно эту группу еще раз группируем, чтобы получилась группа в группе и в группе. И вот для этой группы у нас уже будет пивот на этой стороне. То есть эта группа у нас уже будет отвечать за переступы вот такие. А это за вот такие. И как же теперь все это дело сделать так, чтобы оно работало? Первым делом давайте покажу, что такое лимиты. Значит, открываем атрибут editor, то есть выделяем, нам нужны вот или эта группа, или это. И сразу заходим в limit information. Что это вообще такое? То есть это, по сути, раздел, где мы можем заблокировать перемещение, вращение или scale, то есть вот translate, rotate или scale, до какого-то определенного порога. То есть я хочу сделать так, чтобы, например, больше чем 45 градусов я не мог повернуть. Ну вот, например, ставлю 45, и все. Как бы вот я не старался, нога не поворачивается. А здесь мы, например, ставим не минус 45, а 0. Ну, то есть, соответственно, у нас ограничено все. То есть у нас будет нога поворачиваться или только до 45, или до 0. Вот как бы я ни крутил, 0 она уже не сделает. Ну, как правило, вот этот крайнее значение я не трогаю. То есть, ну, можно сделать так, чтобы аниматор сам как хотел, так и поворачивал. Хотя, как вы можете видеть, здесь уже начинается искажение. Поэтому можно, в принципе, сделать вот там до 55, например. Думаю, 55 будет вполне достаточно, и больше никто так сильно ногу выгибать не будет. Да, это уже и анатомически неправильно. То есть этого достаточно. И то же самое давайте сделаем для вот этой группы. Только в обратном направлении. Значит, здесь у нас значение максимальное, до которой вот нога не искажается, это где-то вот минус 45. Соответственно, минус 45 ему и сделаем. А здесь, конечно же, сделаем 0. Значит, еще раз, как все это работает? У нас есть две группы. Это пальцы, одна, и вторая это пятка. Да, ну вот они у нас. Значит, вот у нас пятка. Вот у нас пальцы. Соответственно, вот эти две группы, они вложены в более главную группу. И она ими, как parent, как родительская, просто она ими, всеми вращает. Но за исключением, конечно же, главного контрола. Потому что главный контрол находится выше. Он вышестоящий, он самый главный. Он вообще как бы может всеми двигать. А вот эти две группки, они ниже по званию. Соответственно, они могут
только делать вот такие перемещения. Ну, конечно, они могут делать еще вот такие перемещения, но мы сейчас не будем этим заниматься. Почему? Потому что, в принципе, это то же самое, что мы делаем в бок, можно то же самое сделать вот сюда. Вы, если захотите, можете сами сделать форвардные перемещения. Но я вам покажу пока только боковые. Вот, что теперь со всем нам этим делать? Мы же не будем постоянно заходить сюда, группы выделять, там как-то это крутить, да, там это так, да, потом это как-то так, потом, ну, еще что. То есть это неправильно. Аниматор в таком случае, который будет делать, он просто запутается, он даже не поймет, что здесь это можно использовать. Поэтому для этого существуют контролы или атрибуты. То есть есть сейчас на данном этапе два развития, ну, два пути развития, по которым мы можем пойти. Мы можем создать дополнительный контроллер, как-нибудь его, вот как мы пяточный создали, мы можем создать также какой-то там обволакивающий контроллер, который будет намекать, что он нужен для того, чтобы вот нога вот так переступала. Или мы можем сделать другой способ. Мы можем на главный контроллер, так как мы его часто будем выделять, то есть, соответственно, мы же будем двигать ногой, мы часто будем видеть все эти атрибуты. Мы можем сюда добавить атрибут, который отвечает за подобные перемещения. Давайте, чтобы здесь меньше мерехтело в глазах, скроем Lock and Hide Select, скроем лишние атрибуты и добавим сюда с помощью Add Attribute, добавим сюда атрибут, флотовский. Назовем его, к примеру, Side Rotate. Вот. И здесь мы, в принципе, мы можем здесь поставить минимум-максимум значения. Например, это будет у нас минимум минус 60 и 60. То есть больше этого значения он просто дальше уже не будет двигаться. Ок. Вот, все, он у нас создался. То есть мы можем его вот двигать влево-вправо. И как теперь нам его подключить? А вот как раз для этого нам послужит Connection Editor, который я сейчас покажу вам, как работает. Значит, вызывается он из разных участков, но просто его можно вызвать с помощью Edit и вот Connection Editor. Зачем он нужен? Connection Editor помогает нам соединить разные атрибуты. То есть, например, можно сделать так, что вот у нас есть куб, да, а есть сфера. И Connection Editor, давайте все обнулю, зафрижу. Connection Editor может заставить при перемещении сферы вращаться куб, просто передав ему свои атрибуты. Например, выделим сферу и добавим ее, нажав Reload Left, то есть то, что сейчас в данном этапе выделено, сюда добавится. Вот, P-Sphere 1, вот. Она сюда добавилась, и мы можем видеть кучу атрибутов. Но на самом деле нам в данном этапе интересно атрибут TranslateX. Ну, как правило, они находятся в самом низу. Ну или по алфавиту. Вот у нас Rotate, вот Translate. У нас TranslateX. И теперь давайте выделим куб и добавим его сюда. А в кубе нас интересует Rotate Z. Значит, находим. Видите, нам тут даже подсвечивается, что можно куда передавать. И вот у нас Rotate Z. И теперь, если мы соединим, то есть вот достаточно просто кликнуть сюда и сюда. И видите, они сразу станут курсивом. Теперь, если мы будем перемещать нашу сферу по оси, которые соединены, видите, у нас потихоньку крутится и куб. То есть вот мы, например, перемещаем сферу на минус 6, куб повернулся на минус 6 градусов. То есть вот таким образом работают связи. Давайте это все дело удалим. Connection Editor оставим открытым. И так как у нас главный контроллер будет управлять, добавим его сюда и найдем наш созданный атрибут. Как правило, те атрибуты, которые мы создаем, находятся в самом низу. И теперь добавим сюда нашу группу. Давайте пока добавим сюда группу, которая вот эту. Ну, Rotate Z. Значит, вот я нажал Reload Right. И сейчас группа 17. Вот группа 17 здесь. И находим Rotate. Вот. Rotate Z. Значит, у нас Side Rotate. Соединяем с Rotate Z.
И теперь, когда вот здесь я буду вращать, ну, я буду как бы не вращать, а менять значение, мы можем видеть, что нога у нас отклоняется. И даже если сейчас я переведу в 0, вот, да, видите, уже нога дальше не продолжает отклоняться, потому что, насколько мы помним, в группах выставлены лимиты. Давайте обнулим. И то же самое проделаем с другой группой. Значит, это у нас была какая группа, как называется? Группа 17. Выделим группу 18. И reload right сделаем. Вот на группу 18. Тоже откроем rotate. Соответственно, тоже сделаем, то есть тут у нас уже выделено, сделаем соединение. И мы можем видеть, что вот здесь справа это подсветилось желтеньким. То есть это означает, что у нас есть прямой connection. То есть вот этот connection editor, он делает прямые connection. То есть, ну, грубо говоря, он просто соединяет грубым образом два атрибута. Вот этот и вот этот. Давайте откроем node editor, ну или там hypershade, кому как удобно. И посмотрим. Отобразим, вот посмотрим, как оно это все дело соединяется. Ну, с нодами мы еще не работали, я просто вам на примере покажу. Значит, у нас есть NURBS Circle 10. Это наш, ну вот он выделен, это наш, значит, контроллер главный, контроллер ноги. Вот у нас есть наш созданный атрибут, то есть это нода именно NURBS Circle 10, нашего главного атрибута ноги, главного контроллера ноги. И вот он с помощью вот атрибута нашего созданного sideRod, он передает данные вот по такой штуке в unit conversion. Ну, такие ноды, как правило, используются, если, допустим, при создании атрибута, да, мы, например, можем создать не float, а вектор там или boolean, да, и у нас в таком случае разные атрибуты имеют разные атрибуты, то есть они разные данные. Соответственно, вот этот unit conversion, он просто конвертирует одни данные в другие, там float, вектор и тому подобное. И вот здесь, если отобразить плюсик, мы можем видеть, что у нас идет передача в rotate z. По сути, это просто прямая связь. Отсюда через unit conversion, он не всегда создается, и передает в rotate z нашей группы. Давайте закроем Node Editor. И теперь давайте подвигаем наш атрибут. То есть, ну, я зажимаю Ctrl, да, и двигаю. Вот у нас происходят вот такие вот переступы. То есть мы можем это использовать в анимации. Этот можно ключевать, например, case selected, да, а потом здесь, к примеру, задать другой атрибут и тоже сделать case selected. И вот если начать проигрывать, как мы можем видеть, у нас работает анимация. Давайте обнулим и сделаем break connection. Значит, каким еще способом можно все это дело передать? Давайте еще один способ вам покажу, который может кому-то будет удобней. Давайте оборвем наши связи, то есть сделаем break connection, чтобы не было этих связей. И удалим наш атрибут, то есть вот этот атрибут. Просто я его выделяю, вот сейчас он выделен. Delete атрибут, все, он удален. И давайте создадим дополнительный контроллер NURBS, который будет отвечать именно за визуальное перемещение. То есть вы будете то же самое делать, как вот только что вы делали с помощью атрибута, но только теперь вы будете это делать с помощью вот данной кривой. Ну, как-нибудь создадим, лишь бы чтобы она как-то выглядела. Ну, конечно же, добавим ее в иерархию ноги. Мы ее даже, больше могу сказать, мы ее даже можем добавить не в ноги в иерархию, а в иерархию пятки. Да, ее нужно было добавлять вместе с группой. Давайте сейчас отмотаем это все дело. Я ее сразу сгруппирую, иначе будут сейчас на нее там передаваться ненужные значения. Пусть лучше эти значения, которые поправочные, то есть офсетные. Пусть лучше эти значения передаются на группу. Вот так будет чище. И, значит, добавим именно группу этого контроллера в контроллер пятки.
То есть все, вот все эти офсетные значения передались на группу, а наш контроллер, он чистый по атрибутам. Вот. Но, к сожалению, не очень чистый. Я его забыл, как вот эти все. Я его забыл развернуть, и он, видите, он у нас немножко кривоват. В принципе, это можно поправить. Давайте посмотрим. Сделаем так, Ctrl Vertex. Вернем, как было. А теперь с помощью группы повернем. То есть, по сути, мы опять на группу передали значение, а этот контроллер остался обнуленным. Теперь вы знаете, как это делается. И если покрутить пятку, поподнимать, видите, этот контроллер двигается. Все, и теперь давайте с помощью того же Connection Editor передадим данные с нашего вот этого контроллера, то есть вот reload left, ну он уже здесь образовался, потому что мы его выделили, когда заходили в Connection Editor. С помощью нашего Connection Editor передадим атрибуты rotate z на группы. Где наш rotate? Вот у нас rotate. И теперь давайте первую группу выделим, группу 17. И здесь тоже нам нужен rotate z. Соединяем здесь rotate z и здесь rotate z. Теперь давайте быстро группу 18 тоже обнуляем. Ну, вернее, reload right тоже rotate z. Видите, достаточно просто нажать, и вот connection появился. Все. Теперь, если я буду вращать эту кривую, ну, то есть вот я ее вращаю, у нас будут происходить вот такие переступы. И при этом будет работать вот все остальное. То есть вот так будет работать. То есть видите, как уже усложнился риг, да? Также будут работать пальцы. Ну и, конечно же, главный контроллер. Значит, отмотаю я, сделаю, чтобы все было здесь в нуле. Значит, вашим домашним заданием будет создать такую же систему, которая вам нравится, или с помощью атрибутов через этот атрибут для левой ноги, или с помощью вот такого контроллера, как я вам показал, и тоже через Connection Editor. Удачи!